Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале Развития. Давайте развиваться дальше. И как я предполагала, у многих, кто смотрел последнее видео, возникла проблема. А именно, как внимательно слушать товарищей сверху. Высшие силы, они очень ненавязчивые. И они очень терпеливые, к нашему счастью. Иначе, знаете, нас давным-давно бы не было за все, что мы творим. Как бы это попроще объяснить? Мне немножко трудно будет объяснять, потому что у меня не было проблем с тем, чтобы их слышать. У меня была другая проблема, чтобы начать выполнять то, что они говорят. Потому что все, что я слышала, а слышала я это сколько себя помню, я просто это отгоняла. Я просто не хотела этим заниматься ни в какую. И вы знаете, теряла огромное количество времени, поэтому всем советую как можно быстрее открыться, потому что сейчас энергетическое поле Земли способствует тому, чтобы люди через Святой Дух начали слышать все, что идет свыше. И у многих возникла проблема другого плана, не моя. Проблема в том, что люди не могут слышать. И оно понятно. Потому что, к сожалению, наше общество настолько забивает детей с самого рождения и уводит их настолько далеко всей этой нашей современной культуры бескультурья. И люди просто блокируются. Скажем так, никто не может заблокировать вас. Запоминаем раз и навсегда. У вас есть свобода выбора, и вы рождены, что говорится, в вас встроен этот передатчик. Вы рождены людьми, которые имеют связь с высшими силами. Соответственно, вы не можете не слышать. Не слышите вы только в одном единственном случае, когда, когда под действием чьего-либо влияния вы блокируете это все в себе. То есть под каким-то невероятным влиянием от какого-то события или от каких-то людей в вашей жизни, от какого-то очень болезненного опыта жизненного, вы забиваете в себе интуицию, Святой Дух, да, и вы не хотите это слышать, потому что вам больно по какой-то там причине, да. Например, вы подбегаете маленьким ребенком к маме и говорите: мама, мама, представляешь, а ветер живой. А мама вам говорит: не говори глупостей. И вы с детства быстренько начинаете впитывать, что если вы слышите природу, значит, вы идиоты, с вами что-то не так, и бегом все к психиатру. На самом деле, психиатрия, это, кстати, тоже очень скоро на Земле изменится, где-то, сколько? 90 лет. Примерно через 90 лет психиатрии как науки, как таковой не будет. Извините, я что-то сказала лишнее. Такие некоторые вещи просто люди даже, скажем так, не готовы слышать. Все понимают, что общество меняется, но не совсем понимают, каким образом оно меняется. А меняется оно в сторону того, что вы должны развиваться. То есть энергетическое поле Земли поменялось. И поменялось оно, хотим мы этого, не хотим мы этого, готовы мы, не готовы. Но мир стал другим. И если вы идете на поводу у общества, а именно поддаетесь всем этим рекламам, поддаетесь всем этим бесконечным влияниям, какими вы должны быть, какими вы не должны быть, и блокируете в себе возможность слышать высшие силы, которые всегда вам отвечают. Запоминаем, да, запоминаем второе правило. Они всегда отвечают. Всегда. Проблема не в них, проблема в нас. Мы слышим или не слышим. Значит, как мы делаем? Техники как таковой нет. Почему? Потому что это ваша врожденная способность, и у каждого она по каким-то образом заблокировалась, да, по каким-то поводам. Соответственно, и разблокировка у вас происходит тоже каким-то своим особенным способом.
Одна дама мне рассказывала, что для того, чтобы слышать руководство свыше, ей нужно чем-то заниматься. Она отвлекает мозги, потому что она не может не думать. Она что-то делает и в это время задает вопрос. Например, она хотела поменять работу, да? Хотела поменять работу, и произошло следующее. Она где-то 2-3 месяца никак не могла решить, новая работа это хорошо или плохо. Вроде все хорошо, но что-то ее смущало. И вы знаете, я ей говорила, знаешь что, вот подожди, вот просто каждый день чем-то занимайся и периодически себя спрашивай. Самый что ни на есть простой вопрос. Нужно ли мне принять предложение о новой работе? И она вот прям твердила без конца и края. Да, нужно, да, не нужно. Вот она пыталась как-то это все услышать. В результате однажды она что-то делала, она очень сильно заняла мозги, поскольку не могла их отключить. То она что-то делая, просто вот повторяла этот вопрос до бесконечности. Мне нужно принять работу, нужно ли мне принять работу. То есть это стало ее какой-то навязчивой идеей в течение недели. И вдруг однажды она услышала: нет. И это как-то ее насторожило, потому что она подумала, что это ей показалось. Когда она села, сосредоточилась, она вдруг почувствовала опять очень четкое понимание. Да, это нет. Вот оно пришло, что она не ненормальная, она слышит. Она позвонила мне, и я сказала: ухватись за это чувство. И вот за эту ниточку, за эту соломинку держись, иначе утонешь. Произошло следующее. Она потихонечку начала себя как-то забавлять какими-то делами и потихонечку подсовывать своему подсознанию вопросы. И начали приходить очень четкие ответы. Всем, конечно, интересно, может быть, что же случилось с ее работой, почему нельзя было брать новую работу. Как только она отказалась от этой работы, ей предложили другую работу с переездом, еще более страшное предложение, с переездом в другой город. Но именно в этом городе у нее все получилось. И спустя где-то 2 года она уже об этом забыла, опять же мы поддерживаем с ней связь. Она мне звонит и говорит: ты представляешь, что с той работой? Я такая говорю: да, что с работой? Ну, как бы мне тоже сказали, что с работой, но все равно я хочу говорить с ней, чтобы была связь. И она мне говорит: да, ты представляешь, фирма разорилась буквально где-то через полгода. Я такая: как тебе повезло. Но на новом месте работы у нее все как-то сложилось. Почему? Почему важно их слушать? Потому что когда вы их слушаете, вы идете правильно. Как бы странно вам ни казалось то, что вам говорят, но вы делаете правильные вещи. Например, сегодня с утреца пораньше я занималась садом, несмотря на то, что мне нужно было записать вам следующее видео. Но, занимаясь садом, я передумала. Я решила, что надо записывать видео не вот впрок, да, а надо вам записывать видео. Вот есть возможность. Сняла очки, отложила совок с ненакрашенными ногтями и говорю. Почему? Потому что нет правильного времени. Все, что мы здесь делаем, да, все, что мы здесь делаем, оно не может быть запрограммировано или как-то спланировано нами. Потому что поток оттуда, он идет бесконечно. И наша жизнь – это прямая такая линия, по которой мы идем. Иногда мы с нее сворачиваем, потому что мы не знаем, где правильная линия нашего пути. Да? Мы приняли неправильное решение, мы ушли не туда. Мы там вышли замуж не за того, мы там нарожали детей не с той женщиной, мы там развелись. Кстати, о темах, как выбирать любимого человека, мы тоже с вами поговорим. Но, опять же, ключ ко всему, о чем мы с вами здесь говорим, это слышать их. Давайте научимся их слышать. Значит, как это делается? Сели спокойно, чтобы ваш мозг ничего не начал анализировать, чтобы ничего
мозгу не нужно было думать. Какое-то спокойное место. У кого-то, у кого слишком шустрый мозг, тем, наоборот, надо его чем-то занять. Вы что-то делаете, и между делом кидайте вопросик наверх. И прислушивайтесь внутри, потому что Святой Дух, Он всегда настроен на то, чтобы сделать вашу жизнь лучше. И как это ни странно, ответы есть всегда. Почему? Потому что высшие силы никогда не оставляют нас. Никогда. Они всегда рядом. Значит, заняли мозг или, наоборот, отключили, кто такие продвинутые и уже могут это делать. Каких-то специальных поз не надо, каких-то специальных техник, дыхательных упражнений не надо. Помните, да? Правило номер 1. Вы с этим родились. Все, что вам нужно, это теперь надо клик и это включить в себе. И вы задаете вопрос. Свой вопрос вы задаете не какой-то очень сложный, а вы задаете его как можно проще. Как это ни странно, но Создатель, он очень простой. Он настолько простой, вы даже себе не представляете. Он очень умный, но очень простой. И поэтому все, что он создал, работает очень просто, эффективно и самовосстанавливающимся образом. То есть все, что в вас забили, события, люди, ваш собственный какой-то опыт, да, ваше собственное мнение, ваши собственные принципы. Все это, вся эта блокировка, все это может быть снято. Просто начинайте прислушиваться и слушайте, и внимательно слушайте. Почему? Потому что если вы не научитесь слушать все, что вам идет свыше, вы не сможете двигаться по жизни. Правильно. И все, что вы здесь делаете, оно очень дело такое обманчивое. Понимаете, вы можете родиться с энергией звезды и всю свою жизнь потратить на материнство. Вы можете родиться с энергией солдата, такая воинская энергия, да, а всю жизнь проплясать на сцене. Вы можете родиться с энергией Создателя, есть такие люди, а в то же время, я не знаю, вы можете всю жизнь делать какую-то очень простую работу, которая вообще к вашей энергии не имеет никакого значения, какого отношения. Поэтому это важно, это важно слышать. Поэтому давайте-ка мы с вами начнем с самого главного вопроса – разблокировка. Почему? Потому что вам нельзя не сделать ничего без разрешения. Прежде чем что-то говорить вам, я прошу разрешения. Ко мне приходят люди, я работаю 1 на 1 с человеком, я спрашиваю разрешения. Понимаете? Поэтому постарайтесь слушать, постарайтесь слышать. У кого получится, пишите, пожалуйста, в комментариях, делитесь своим опытом, чтобы люди видели, что они не одни, чтобы они прочитали ваш комментарий, ваш опыт и поняли, ну вот, нормально, я не один в этой жизни. Потому что я могу рассказывать до бесконечности. А проблема в следующем. Нам нужно больше людей. Этакий стадный экстинкт. Ну нет, конечно, это шутка. Нам нужно больше людей для того, чтобы вы понимали, что вы не сумасшедшие. Я всегда двигалась в одиночестве, у меня была эта огромная проблема. Я не доверяла. Видимо, была очень впечатлительным ребенком в детстве. Насмотрелась со всех этих фильмов о сожжениях, людей, которые там что-то слышат, да. И вот, вы знаете, в принципе, не сильно это было интересно, чтобы вот так вот открыто говорить все людям. Но сейчас наступило это время. Время людей, которые должны слышать все, что идет свыше. Поверьте, ребята, наша жизнь очень интересная. Там еще интересней. А вот связать это все воедино, это и есть наша цель. Ни коммунизм, ни деньги, ни 15 детей, ни звание лучшей матери в мире,
ни звание первого бизнесмена в мире. Нет, нет, ребята. Все это пустое, все это мирское. Вы в этих реинкарнациях вы будете до бесконечности кувыркаться. Поймите. Поймите, пожалуйста, правильно. Пока вы не сделаете все, что у вас приходит свыше. Поэтому мозги отключаем. Не получается отключать. Занимаем, как тех непослушных детей. Задаем простейший вопрос. Простейший. Вот какая бы ни была глобальная проблема. Сводите ее к минимуму. Простейший вопрос задавайте, слушайте, делитесь в комментариях своим опытом. Будьте хорошими такими добрыми самаритянинами, помогайте другим людям выживать. Ну и, конечно же, подписывайтесь, ребята, так интересно, потому что, когда я начинала это все делать, я спросила: ребята, люди так ориентированы на развлекаловку, будет ли вообще кто-то это слушать? Вы знаете, что мне было сказано свыше? Ты делай. Даже когда тебя не станет, кто-то найдет это видео, и у них будет руководство к тому, что делать. И если ты сейчас поможешь хотя бы одному человеку, это стоило того. Собственно, я с ними очень сильно согласна, как, в принципе, и всегда, все, что приходит свыше, вы понимаете. Поэтому, как бы не было трудно, ребята, не сдавайтесь, не сдавайтесь. Помощь есть, просто начинайте ее слушать. Ну что ж, люблю, целую. До следующей встречи.